Доброго всем дня! Сегодня у нас 26 июля 2023 года. Харьков, я продолжаю свой видеодневник. У нас сегодня будет жара, плюс 33 градуса, не знаю. Все спрашивали, как же я так смотрела, что в понедельник плюс 41. Ребят, серьезно. На одном из сайтов было написано в понедельник, следующий, 31 числа, плюс 41. А сейчас у нас плюс 33, но все... Понедельник вроде бы дожди на следующий понедельник. Это сдвигается, прогноз погоды не точный, так что как-то вот так. Что касаемо обстановки, слышала ночью воздушную тревогу. Да, едем. Все, мы едем. Скажи всем зрителям здравствуйте. Привет, скажи, привет. Мы трамвай ждем? Да, едет. Едет уже? Уже едет. Уже едет. Сейчас мы на трамвае поедем в одно место. Все вам расскажем. Смотрите-ка, у нас сегодня машина. Это нам дарила зрительница. Да, Миран? Да. Так что поехали в добрый путь. Проезд у нас бесплатный. Там даже есть такая табличка, где написано: шановні харків'яни, для вашої зручності проїзд безкоштовний. Пообрезали весной эти деревья. Они теперь стоят, как какие-то кочерышки. Амиран, пойдем. Это ужасно. И так вдоль всего парка вот такие вот из красивых деревьев получились вот такие вот. Я даже не знаю, как это назвать. Когда Норочка была маленькая, мы всегда приходили в этот парк. Ну, мы тут жили недалеко. И всегда приходили с летом с подстилками. Вот здесь вот, кстати, на газонах можно лежать в этом парке. Здесь не гоняли раньше. И мы приходили с подстилочками, с какими-то вкусняшками, с пиццей. Мы всегда здесь проводили время. Это еще когда Амиранчика не было. Пока Амиранчик пошел на детскую площадку, у меня есть пару минут, чтобы с вами поговорить. Так, во-первых, хочу сказать, что вчера наткнулась на новости Харькова, харьковские новости. И в очередной раз я не пожалела то, что я вообще не смотрю никакие новости. Потому что, насколько всегда, вот это построено на политике, на том, как это выгодно. Вот там брали интервью у харьковчан. В очередной раз я убедилась, что я не верю в то, что вот все прямо харьковчане, у них спрашивали: скажите, пожалуйста, вы считаете, у них на украинском языке спрашивали, на украинском все ответили, а считаете ли вы, что сейчас вот время там тратить деньги на парки, на так далее, на благоустройство, или время на что-то другое тратить деньги, куда в первую очередь должны тратиться деньги из бюджета, из бюджета города. Ну и все там, естественно, ответили: на войну, на войну, на войну, а в последнюю уже очередь на озеленение. А 2 женщины всего лишь ответили то, что нужно на восстановление домов. Вы знаете, если бы, я вот хочу сказать пару слов, на восстановление домов в первую очередь. На реставрацию домов, на вставить окна, да, конечно, потому что самое главное, чтобы люди, кто остался, естественно, без жилья, и кто с поврежденным жильем, смогли наконец-то жить, было им где жить, а не койко-место. Вот ко мне недавно пришел один мужчина и говорит: меня поселили, я потерял жилье, и меня поселили, просто дали койко-место. То есть людям дают 2000 гривен государства на взрослого человека и 3000 гривен на ребенка, это переселенцам. И вот, допустим, у кого не осталось жилья, им просто дают койко-место. Что такое койко-место? Это кровать в общежитии, все. Это я говорю со слов тех людей, с кем я встречалась. Естественно, в первую очередь, если уже спрашивают о таких моментах, как что нужно, на что потратить, в первую очередь, естественно, на восстановление жилья. Во вторую очередь, на благоустройство города. Почему? Некоторые считают, что это вообще не важно. Ребята, если вы находитесь, может быть, где-то очень далеко, то это может быть и не важно. Для нас, для нашего вообще ментального здоровья, для нашего, чтобы сохранять, мы никуда не выезжали, мы не могли выехать, мы не
В общем, я, конечно, понимаю, что кто-то съездил, и кто-то, может быть, где-то был и вернулся сейчас, кто-то был у моря, кто-то путешествовал по странам Европы. Но так как для тех людей, кто не выезжал вообще, очень много стариков, которые не покидали город, для них единственная возможность вообще как-то поднять себе настроение, не впасть в уныние и вообще не умереть, это, естественно, пройтись по нашим паркам, когда ты видишь такую цветущую красоту, когда ты видишь, вот я вам показывала, какое озеро у нас в одном из наших парков, плавают лебеди, какие красивые вокруг ухоженные территории, везде все разное. Кстати, в этом парке, про который я сейчас упомяну, я до сих пор вспоминаю, как вспоминаю, я этого не видела, я об этом только читала, о том, что когда его заложили, кстати, хорошо, уже будем называть все своими словами, я говорю о парке Горького, сейчас он носит название Центральный, до революции это был Николаевский парк, строился он руками горожан, руками моих предков, потому что на тот момент как раз мои прабабушки были студентками и тоже приложили свою руку к застройке этого парка. Так вот там была кедровая роща, которую мы потеряли во время Второй мировой войны, Великой Отечественной. И поэтому, так как сейчас выглядит парк, это, конечно же, он самый красивый во всей Украине. Сад Шевченко, который раньше до революции принадлежал университету, сейчас тоже самый красивый в Украине. Здесь, где я сейчас нахожусь, тоже очень красиво. Ну как это вот вообще сказать, что благоустройство должно быть в последнюю очередь? А как же тогда в любое время, самое сложное, военное, всегда поднимали дух моральный горожан, дух тех, кто остался? Вот даже вспомните симфонии Шостаковича, который в блокадном Ленинграде поднимал дух людей, чтобы они не сдавались и боролись, и жили до последнего, и старались выжить. Поэтому я считаю, что это не в последнюю очередь должно, это неправильно. Все, кого я знаю, просто о чем я насчет новостей, все, кого я знаю, ну, в общем, ладно, что мне говорить, вы и так все сами прекрасно понимаете. Еще хотела бы сказать по поводу учебы. До начала учебного года осталось чуть больше месяца. И 1 сентября уже дети должны пойти в школу. Дети в Харькове не ходят и в Харьковской области в школу 1,5 года. Онлайн-обучение, естественно, это невозможно. И сейчас стал вопрос ребром о том, что дети пойдут в школу в бомбоубежище, либо останутся дома, кто-то хочет пойти в школу из родителей и детей, кто-то хочет по-прежнему остаться дома на онлайн-обучении. Если вы спрашиваете, очень часто мне поступают такие сообщения, вопросы. Татьяна, ответьте, какое ваше мнение? Нора пойдет в школу? Да, мое мнение, Нора пойдет в школу. Я хочу, чтобы Нора пошла в школу. Только чтобы, естественно, были какие-то качественные бомбоубежища, либо, как сейчас сообщают, возможно, обучение будет проводиться в метро. Я ничего против не имею. Но онлайн-обучение, если дальше так продолжится, у нас было очень много онлайн-обучения на карантине, на коронавирусе. Практически год дети никуда не ходили. Потом, и я смотрю, как качество обучения снижается. Проблема здесь не в учителях. Учителя-то ни в чем не виноваты. Проблема в том, что невозможно учиться самому себе дома. Ну вот просто, понимаете, когда ребенок идет, погружается в ту атмосферу школы, учебы, сидит в классе, это совершенно по-другому, чем когда он сидит дома, и каждый день одно и то же, это день сурка какой-то. Я думаю, вы тоже это все прекрасно понимаете, даже люди, которые не живут сейчас в войне, вы помните, как это было на карантине. На карантине сидела вся планета, когда дети не ходили в школу. Ну, это просто застрелиться можно, потому что дети начинают сходить с ума, родители начинают уже сходить с ума. Я очень хочу, чтобы Нора пошла в школу. Я из тех родителей, кто за обучение вживую, за офлайн обучение. Я категорически против онлайн обучения. Поэтому, если станет вопрос писать заявление на офлайн обучение. Так, еще я созвонилась сегодня с доктором. Вчера мы много советовались, и знакомая наша звонила.
доктору. Ну, в общем, по телефону никто ничего, естественно, по поводу Симочки. Кто не в курсе, я вчера рассказывала, у Симочки страшные какие-то. Она выгрызает себя. Сегодня она пришла, она выгрызла себе шею, выгрызла себе спину возле хвоста. Ну, в общем, это у нее страшные уже такие кровяные пятна. Скорее всего, вы были правы, это клещ, либо нужны успокоительные. В общем, по телефону, естественно, проконсультировать никто не может, вот так вот, не видя животное, оно и понятно. Сегодня я записалась, я обзвонила очень много клиник, в очень многих ветеринарных клиниках города Харькова нет лаборатории, нет анализов, где-то есть, где-то нету. В общем, я нашла там, где мы возили и Джокера, там у них есть анализы. И поедем мы сегодня, записались на 16:30 вести Симочку на анализы, там посмотрит врач и все скажет, что с ней. Потому что я очень переживаю, это тот случай, когда, кто не в курсе, Моню и Симу нашел мой муж, новорожденных, их завернули и выкинули в пакете в мусорный бак. И 7 лет назад он их нашел, они пищали. Один уже даже не пищал, второй пищал. В общем, мы их выкормили. Соски. Кто не знает, есть детское такое молоко. Детское, в смысле, вот как детское питание, да, для деток. То же самое есть для щенков и котят в зоомагазинах. В общем, мы это покупали, сухое это питание, разводили молочную смесь. И сосочки. Что это? А это что-то чужое. Где ты это взял? Это кто-то положил. Пойди обратно отнеси. Пузыри чьи-то. Пузыри. Пойди отнеси обратно. Не открывай чужие. Возьми свою машину. Пострекай, у тебя еще одна есть машина. Смотри. Чужие пузыри обязательно отнеси. Так, друзья, всем хочу пожелать хорошего дня, хорошего настроения, мирного неба, крепкого здоровья. И помните самое главное, что все войны заканчиваются миром. Не забывайте, пожалуйста, поставить лайк под видео, подписаться на канал, кто еще не подписался, жду вашей подписки, мне будет очень приятно, и вы поможете развитию моего канала. Может быть, мы дойдем до 200 тысяч, уже в принципе немного так осталось. Если вы 48% по-прежнему смотрят мои видео без подписки, поэтому жду вашей подписки. Это ничего не стоит, просто подписаться на канал, если вы регулярно смотрите мои видео. Нажмите колокольчик, вам будет приходить постоянно оповещение о новых видео.